Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко из Центра Алхимии. У нас будет расклад в 3 вариантах на тему «Ничего не происходит». Расклад для тех людей, у кого в жизни сейчас тишь, гладь, благодать, никаких новостей нет, событий никаких нет, все обычно, все буднично. Вот будем исследовать тишину и будем пытаться понять, что же через эту тишину вам хочет сказать сейчас мир. У нас будет 3 варианта. Первый вариант – универсальное таро. Второй вариант – лимбус. Третий вариант – восточное таро Данилова. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам нравится больше всего. И давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, всем привет! Так, вот у нас получился такой чудный расклад. Сейчас я его вот так вот чуть-чуть подвину, сохраню. Что-то я прям по привычке сохраню. Так, ну что, давайте начинать. Что мир рассказывает вам через эту тишину, которая сейчас происходит в вашей жизни? Что он вам рассказывает? О том, что впереди освобождение. О том, что впереди освобождение, о том, что впереди воскрешение, отдохновение, успокоение, разрушение всяческих границ, объединение семьи. Окончательная история про невозможность что-то решить, как говорится, с Божьей помощью. Жизнь даст вам что-то приятное и прекрасное, чего вы достойны. Позволит вам с помощью этого приятного и прекрасного решить все ваши вопросы, какие-то застарелые проблемы, которые давно не решались. Вот что вы сможете сделать в своей жизни в ближайшее, видимо, время. Какую важную информацию мир пока хранит от вас в секрете? Какую важную информацию мир пока хранит от вас в секрете? Информацию про новости, информацию про то, что вам придется чему-то учиться, информацию о том, что какие-то вы будете получать важные сообщения в ближайшее время. Информацию о том, что, скорее всего, в вашей жизни произойдет какая-то встреча, очень важная встреча для вас, встреча, которая даст вам понимание происходящего, встреча, которая наполнит вас какой-то очень важной историей, встреча, которая даст вам возможность оценить ваше будущее, понять, куда вы будете двигаться, как вы будете к этому будущему двигаться, что вы будете с этим будущим делать и так далее. То есть здесь какие-то очень впереди интересные события. Так, следующий вопрос. Сколько времени продлится эта тишина? Вот эта тишина. Сколько времени продлится? И у нас выходит папа. Ну, слушайте, продлится какое-то время. Такое вот в этом году. В этом году совсем скоро, мне кажется. А когда у нас там Пасха, кстати, православная Пасха? Вот сегодня у нас Песах. Еврейский праздник. Кто знает, тот знает. А когда у нас будет Пасха? Это ближайшая у нас какая-то история есть про временные промежутки. Вот. Может быть, май месяц, может быть, годовщина какого-то события, может быть, что-то такое, что связано с получением, не знаю, какой-то важной информации для вас. В общем, недолго продлится в этом году, что-то должно разрешиться. Может быть, у кого-то здесь разрешится в ближайшую годовщину, какую-то знаковую такую вот для вас. Короче, осталось недолго ждать. Как будто бы уже принято решение. На самом деле, так как папа нам тут символизирует вопрос про принятие решения, то возможно, что решение уже какое-то принято и сейчас. Куда
все направлено сейчас? В какую сторону? В какую сторону? В сторону реализации ваших желаний. В сторону исполнения, я бы даже сказала, желания, в сторону удовольствия, в сторону покоя, в сторону отдыха. Вот все двигается к тому, что вы наконец-таки вздохнете свободно, сможете отдохнуть и будете чувствовать себя очень хорошо. Будете испытывать много удовольствия и покоя. Так, что вам нужно сейчас делать? Вообще делать. Вот вообще делать, что вам нужно сейчас. Императрица, созидайте свою жизнь. Найдите способ испытать какое-то удовольствие в своей жизни. Что-то сделайте в ней приятное, прекрасное, замечательное. Вообще насладитесь собой, займитесь, может быть, какой-то красотой, не знаю, своей, или красотой своего дома, красотой своего участка. Будьте самодостаточны во всем. Для мужчин это очень важная карта, которая говорит о том, что сейчас нужно любить свою женщину, свою жену, в том числе любить мать своих детей, ценить мать свою собственную маму, мамочку любимую, единственную вашу. Вот такие вот здесь какие-то интересные истории. Какие у мира мнения и интересы относительно вас? Что вы человек, который многое в своей жизни прошел, что вы человек, который способен какие-то очень кризисные, тяжелые моменты переживать и выходить из этих моментов в состояние абсолютного такого, знаете, триумфа. То есть вы такой человек, который может в своей жизни переживать кризисы, благополучно преодолевать какой-то горизонт событий и двигаться дальше. В каких глобальных делах мир будет использовать вас? В глобальных делах установления, прям смотрите, какого-то нового мирового порядка. Как бы это странно ни звучало, но мир будет использовать вас в тех делах, где будет даровать вам какие-то уникальные, хорошие возможности. Возможности финансовые, возможности жизненные. Такие возможности, где вы, может быть, будете являться проводником для людей, которые хотят что-то в своей жизни получить. Какая-то здесь такая очень красивая будет разворачиваться история благополучия. Вы будете причастны так или иначе к созданию какого-то благополучия, ребята. Вот что вам тут приготовила ваша жизнь. Такая у меня получается для первого варианта история. Так что я вам всем желаю удачи, берегите себя. До новых встреч и пока-пока. Вариант номер 2. Всем привет. Что мир рассказывает вам, второй вариант, через тишину, которая сейчас происходит в вашей жизни? Что он рассказывает вам? Рыцарь мечей. Через эту тишину мир рассказывает вам, может быть, даже учит вас в каком-то смысле быть очень активным, быть очень резким, быть бесстрашным, ничего не бояться, действовать как-то очень быстро, внимательно следить и контролировать за любыми событиями, быть готовым к очень быстрому какому-то старту, в том числе, может быть готовым к тому, чтобы вы как-то начали биться за то, что для вас является важным, ценным, интересным. Может быть, чтобы вы какие-то бумаги здесь готовили в том числе, потому что все-таки рыцарь мечей у нас тут это и бумажная работа в том ключе стихии воздуха, поэтому здесь какие-то вот такие очень интересные истории, рассказывающие нам прежде всего о внимательности. Необходимо быть внимательным. Какую важную информацию мир пока хранит от вас в тайне? Вы чего-то еще не знаете. Вот что это за важная информация? Повешенный. Какая-то важная информация
о какой-то задержке, о какой-то стагнации, о какой-то безвыходной ситуации, в которой надо посидеть, подождать, подумать, когда ничего не происходит, какая-то информация о необходимости что-то пересмотреть, может быть, от чего-то отказаться. Сколько времени продлится эта тишина вообще, которая происходит? Сколько времени? Отшельник. Ну, слушайте, по вашему ощущению пройдет такое чувство у меня прям вечность. Вот прям вечность. Здесь у нас отшельник. И несмотря на то, что у нас акцентировано число 9 в этой карте, мне хочется сказать, что главная ключевая история здесь прежде всего какой-то, может быть, смотрите, у нас тут человек, такое ощущение, что он в противогазе, но нет, он не в противогазе. Но я почему-то хочу сказать про Японию. Давайте проверим, что у нас там. Хиросима и Нагасаки. Первое, что у меня возникло в голове. Давайте посмотрим. Так, когда же у нас это случилось? Хиросима и Нагасаки. Это произошло в марте-августе 45-го года. Вот март месяц у нас уже начался. Вот с марта до августа, скорее всего, эта ситуация будет происходить. Ну, примерно до сентября. Что-то до сентября. Эта история продлится с марта до сентября. Вот эта тишина, когда ничего не будет происходить, когда вы будете находиться в состоянии вот какого-то такого глухого ожидания, пока на свет вашего фонаря что-то придет. Здесь такое чувство, что что-то должно прийти. Вы чего-то ждете, что что-то должно прийти или кто-то должен прийти. Куда все направлено сейчас? В какую сторону? В какую сторону двигается ваша жизнь? Двойка жезлов, ваше новое будущее. Все сейчас направлено к тому, что вы будете выходить на рубеж, когда надо будет куда-то идти вперед. Возможно, опять же, от чего-то отказываться ради глобального какого-то будущего и куда-то идти вперед. Вот что здесь будет происходить. Следующий контекст. Что вам нужно делать сейчас вообще в любых жизненных делах, в любых жизненных сферах? Активно двигаться, не сидеть на месте. Работа, только работа, говорит восьмерка жезлов. Вы должны много работать, быстро работать, активно искать, не знаю, работу, искать связи, контакты, много ездить, что-то делать, в общем, заниматься какими-то делами. Какие у мира мнения о вас или относительно вас и интересы? Солнце. Мир думает, что вы хороший, классный, замечательный человек. Вы достойны быть счастливым, вы достойны быть в безопасности. Мир тут планирует вас радовать, видимо, судя по всему, потому что воспринимает вас как своего ребенка. Ну и в каких глобальных делах будет этот мир вас использовать, что он вам даст? Двойка мечей. Наверное, ни в каких глобальных делах мир вас использовать не будет. Скорее всего, здесь история того, что вы будете выступать некой стороной, которая должна что-то пресечь, что-то остановить. Вот вы как-то синхронично здесь с темой защитника. Вы человек, которому нужно будет что-то остановить. А вот что остановить, это другой вопрос. Это другой вопрос. Может быть, остановить какой-то беспредел, раз уж вы тут воин света и воин правды. Вот такая у меня получается очень интересная история. Так что, ребята, занимайтесь работой. Все у вас двигается в какую-то новизну, в какой-то новый этап вашей жизни, очень интересный. Осталось только его дождаться. Так что оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока и до новых встреч. Третий вариант. Все, кто выбрал третий вариант, всем привет. Давайте смотреть будем вас. Так, ну что, поехали, третий вариант. Что мир рассказывает вам через тишину, которая сейчас происходит в вашей жизни? Что он рассказывает вам? Что вы классный человек, лидер по натуре, что вы самостоятельный, что вы многого добились не без помощи других людей,
что вы цените помощь других людей, вы благодарный человек, и вы, в принципе, можете добиваться в своей жизни того, чего вы хотите, и двигаться в ту сторону, которая вам интересна. Это такая вот история, которая говорит, что вы точно знаете, что вам нужно. Так, какую важную информацию мир пока хранит от вас в тайне, не рассказывает вам, вы об этом не знаете. О глобальных переменах в вашей жизни, о какой-то удаче огромной, которая движется в вашу сторону, о какой-то вообще кардинальной смене всего и вся, о том, что ваша жизнь с каких-то пор будет полностью управляться высшими силами, скажем так. Сколько времени продлится тишина, которая сейчас происходит в вашей жизни? Сколько времени? Луна. Но здесь, скорее всего, какое-то такое достаточно, может быть, длительное время. Но, опять же, длительное время, ограниченное, не знаю, какими-то вот в буквальном смысле башнями. До осени, может быть, у кого-то, до наступления холодов. Может быть, когда наступят холода, когда начнется уже не межсезонье, а когда родится какой-то новый сезон. Может быть, у кого-то это не обязательно сезон года. Может быть, у кого-то здесь будет история не столько про сезонность, сколько про начало, не знаю, там месяца, недели у кого-то. А у кого-то, может быть, это продлится до лета, потому что у нас тут все-таки рак, да, и это вода, такая рачья субстанция, может быть, и так будет. Куда все направлено сейчас в вашей жизни, в какую сторону? К тому, что вы сможете сделать, что вы хотите. В сторону рассвета вашей жизни во всем. Вы сможете показать себя во всей красе, вы сможете понять себя, узнать, на что вы способны, сможете наладить коммуникацию с другими людьми, как-то починить себе сложные обстоятельства и разобраться с ними. То есть это как рассвет вашей личности. Что вам нужно сейчас вообще делать в любых делах? Чем нужно заниматься? Строить большие грандиозные планы, говорит звезда, заниматься творчеством, заниматься однозначно детьми, воспитанием подрастающего поколения, но не воспитанием вот в привычном нам всем людям смысле, да, а именно культивацией каких-то очень красивых, возвышенных таких историй, когда благородство здесь, человеческое достоинство, любовь ко всему сущему и так далее. То есть какие-то очень возвышенные духовные порывы. Везде надо привносить в свою жизнь сейчас красоту. Какие у мира о вас мнения и интересы? И у нас двойка мечей. Незрелый, не хочуха, не знаю, чего хочу, что хочу, не хочу и так далее. То есть мир считает, что вы нерешительный человек, что вы боитесь и сомневаетесь, что, видимо, поэтому вам надо вот как-то помочь, чтобы вы чуть-чуть встрепенулись и расправили свои крылья. В каких глобальных делах мир будет вас использовать? В глобальных делах создания какого-то счастливого порядка, не знаю, мирового ли порядка или вообще порядка на примере какой-то одной семьи. Здесь мир говорит, я буду тебя использовать для того, чтобы ты мог делать хорошо так, как ты это умеешь, чтобы ты мог созидать какой-то дом, не знаю, какую-то среду, в которой все люди чувствуют себя хорошо, не только ты. То есть это что-то такое, где, безусловно, тема касается недвижимости. Я буду тебя использовать для того, чтобы ты управлял недвижимостью или делал что-то еще. Но при этом, чтобы ты созидал что-то приятное, прекрасное, чудесное и очень-очень красивое. Вот что у нас происходит в третьем варианте. Так что, ребята, я вам желаю удачи, успеха. Берегите себя. До новых встреч и пока-пока.